Здравствуйте. Кофеварка Витек при включении в розетку не подает признаков жизни. Будем разбирать, смотреть, что с ней. Перевернул, буду снимать нижнюю крышку. Вот его модель. Значит, откручиваем все шурупы по периметру. Два из винтиков под спецштифт. Вот такой вот трехгранный. Чтобы открутить, нужна такая специальная бита. Ну или надо подбирать тонкую плоскую отвертку. Дальше выниматься не хочет. Здесь вот держит что-то. Возможно, надо предварительно разобрать эту вот переднюю панель. Здесь держит защелки. Нужно отжимать тонкой отверткой. Вначале нужно проверить, приходит ли питание на кнопку. Значит, проверять буду индикатором. Кнопка включена. Фаза приходит и уходит. Значит, кнопка рабочая. Теперь поменяю полисовку на розетке. Поставлю ее, вилку обратной стороной. И вот таким бесконтактным индикатором проверю, что и на другом проводе тоже есть фаза. Значит, провод цел. Теперь это напряжение 220 должно приходить вот сюда, вот на блок питания. Скорее всего, на вот эти вот два провода это 220. Сейчас проверим тестером. Ставим переменное напряжение. Включаем. И видим, что
Напряжение приходит. Сейчас хорошенько возьмусь. Вот. 230 вольт. Значит, дальше надо смотреть блок питания. Теперь открутим крепеж блока питания. Ну, визуально как бы вроде все в порядке. Чтобы понять, какие провода идут на панель управления, нужно разбирать дальше. Перевернул на бок. Вот здесь тоже два шурупа с секретом. Взял трехгранную биту. Откручиваем. Дальше поддеваем крышку. Здесь защелки. Вот добрались до всего механизма. Панель управления идет шлейфом, подключена шлейфом. Это бойлер. Здесь же термостат. Вот это помпа. Нет, это не помпа. Помпа вот там, внутри, дальше. А эта помпочка, возможно, но будем разбираться. На молоко. В итоге пришел к выводу, что неисправен блок питания. Значит, проверил первичные цепи, они в порядке. Вот это вот предохранитель. Это выходные реле с
Семистр проверил, 137 БТ. Но могу вот сказать еще по вот этим разъемам. Значит, вот это вот у нас 220 приходит. Вот это на маленькую помпочку. Третий на бойлер. Четвертый не помню. И последний на основную помпу. Значит, здесь вот эти вот два разъемчика, красный и белый, на термосопротивление. Где-то у них 100 килоом сопротивления. Вот это концевик бачка молока. Это шлейфом на блок управления. Блок управления я тут выложу, как он выглядит. В общем-то, ничего интересного. Кнопки до светодиода. Так, и вот этот вот на 3 пина на расходомер. На расходомер воды. Значит, вот в этом месте, где конденсаторы, остается приличный заряд. И тут аккуратно браться пальцами, бо чувствительно бьет. Ну, дальше без схемы моих знаний не хватает, чтобы проверить. Буду по случаю искать донора. Или пойдет на запчасти. Если кто-то подобную плату ремонтировал, просьба написать в комментариях. Буду благодарен. И еще. При снятой нижней крышке удобно выкрутить отверткой винт выходной сеточки и снять ее, почистить. Я уже наживил. И вот видим, насколько тут будет сейчас забита сетка. Вот. Вся в остатках кофе. И там аналогично. Спасибо за просмотр. Надеюсь, кому-то будет полезно.